Всем большой-большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Сегодня я буду раскрашивать в дневных грезах Ханны Карлсон. Ну и пока что я решила идти по порядку. Но это на данный момент. И тут вот у меня уже получился такой тоже готовый разворот. Ну и в этом месяце получается вот этот разворот. Ну, там две отдельные иллюстрации, а здесь действительно разворот. Поэтому решила так более-менее еще в первой половине декабря начать его раскрашивать. Потому что может так получиться, что я его за один день раскрашу, а может быть у меня уйдет на это там неделя, например, потихоньку, если раскрашивать. Я вот сейчас смотрю на эту иллюстрацию. Насчет фона не знаю, потому что в принципе возможно, что и не буду его делать, но это в последний момент уже решится. Что касается, чем именно я буду раскрашивать, ну, листочки, цветочки, скорее всего, это будут карандаши. Домики, пока не знаю, может быть, тоже карандаши, как будет настроение. Возможно, будет и акварель. Но правда здесь вот на фоне я сухую пастель использовала, поэтому, конечно, акварель будет использовать рискованно. Ладно, я сейчас возьму какие-то карандаши. Наверное, начну я с листочков. Не знаю, будут это брутфунеры или фикс прайс или еще что-то. Сейчас посмотрим. Достала я брутфунеры, пораскрашиваю этими карандашами. Я выбрала для себя 42, 75 и 79 карандаши. Ладно, приступим. Сейчас еще 8 утра. Только светать начинает. У нас снег нападал. Я встала, приготовила себе завтрак. Красиво на стол накрыла. И за завтраком смотрела Гарри Поттер. Философский камень. Вот. Ну, потому что я не смотрела, как-то особого желания не было никогда. Хотя я ничего против вообще Гарри Поттера не имею. И даже, как вы знаете, периодически раскраску крашу. Вот. Ну, как-то так получалось, что не смотрела. Но вот в этот раз появилось желание посмотреть. Но я, знаете, так, урывками смотрю. То есть я где-то я, наверное, где-то даже неделю назад, если быть точной, начала смотреть эту часть. Вот. И, начала где-то минут 50 посмотрела. Я перед сном смотрела, вот, поэтому уснула. Потом не было среди недели время. И вот сегодня за завтраком решила посмотреть. Наверное, я так и буду делать. Потому что все-таки этот фильм нужно именно смотреть, а
не слушать. Ну и за завтраком это сделать значительно проще, как мне кажется. Потому что когда я, допустим, ложусь спать, я могу сначала вязать что-нибудь, и мне актуальнее какие-нибудь там видосики на ютубе. Особенно там бьюти, про гели для душа, вот все такое. Мне очень нравится. Вот нормальная подборка карандашей в плане расцветки. Я просто, знаете, как бы у меня уже в этом наборе появились какие-то любимчики. И остальные, например, да, зеленые, они лежат. Ну, потому что не все, знаете, естественные. А мне больше поестественнее нравятся. Поэтому в этот раз я вот специально выбирала те, которые еще не использовала в большом количестве, так только для выкраски. Как раз выкраской вот именно здесь я и активно пользуюсь. Это редкий случай. Ну вот мне нравится, как они в принципе в данном случае ложатся. Нет, ну в смысле карандаши это вообще отличные. Просто бывают такие раскраски, где ничего нормально не ложится из-за бумаги. Конечно, разворот большой, но на данном этапе меня даже почему-то это абсолютно не пугает. Надо единственное, что будет сейчас взять стикер и записать, для чего, какие я карандаши использую, потому что я не очень хочу, чтобы у меня все это лежало на столе, если я не дораскрашиваю сегодня. Вот, я хочу, чтобы лежал стикер в раскраске, сама раскраска на полке. Потому что мне этот хаос на столе очень как бы не устраивает, я не люблю. Вот. И я запишу номера карандашей, чтобы можно было потом легко взять и пораскрашивать. Пока еще с декором, как здесь что сделать к новогодним праздникам, я еще не решила. Считаю, довольно-таки рано. Ну и просто еще времени нет. Но надо здесь будет поубираться немножко. Ну ладно, мы время-то найдем на это. Но чуть позже. Я сейчас активненько снимаю, потому что впереди много всяких еще других дел. Ну и хотелось бы, чтобы видео, как всегда, каждый день выходили. Но и чтобы ничего другого не страдало. Ну и вот как сейчас у меня прям такая активность появилась, я уже рассказывала. Поэтому это стало попроще делать. Когда была летом жара, мне, конечно, очень тяжело было. Лето — это прекрасное время года, но когда нечем было дышать, это очень тяжело.
Так, что-то я... Здесь большой листочек, и как-то светлого тут у меня получилось много. Надо его потемнее сделать. Ну, а насчет Гарри Поттера, в принципе, довольно-таки интересно, атмосферно, создает настроение. Ну и потихонечку параллельно вяжу. Надо еще сегодня опять же возобновить, вот взять блокнот, где я записываю, какие ролики когда выкладываю, потому что последнее время мне это было не очень актуально, так как видео хоть и каждый день выходили, но я их снимала прям, можно сказать, впритык, день в день. А сейчас наснимала, поэтому надо распределить все, записать, и еще главное сесть с ноутбука, подписать все как следует, потому что некоторые моменты все-таки я, хотя в основном даже монтирую на телефоне, мне удобно, но некоторые моменты делать с ноута значительно удобнее, поэтому надо тоже на это времечко отыскать. Вот. Я сейчас как бы не все вот эти листочки не прокрашиваю, потому что, ну, чтобы в кадре раскраска была видна, чтобы ее не крутить. У меня, как вы знаете, стол большой, длинный, но ну, чтобы все в кадре, короче, было видно. Поэтому я уже не кручу ее, а вот так вот красить мне неудобно. Поэтому сейчас я тут раскрашиваю те листочки, которые с этого ракурса доступны. Наверное, я, конечно, хочу посмотреть «Один дома», как всегда. Но это, наверное, либо в сами праздники, или совсем уже ближе к Новому году. Нет, конечно, есть фильмы, которые... Ну, Гарри Поттер, я не знаю, может быть, я... Вот если я посмотрю его весь, там, не знаю, может, раз в год можно пересмотреть, скорее всего. Ну, не факт, конечно. А «Один дома», да, можно в теории-то и 2-3 раза в год смотреть. Но я так не делаю, потому что я вообще мало чего смотрю, кроме Ютуба. Вот. Поэтому не знаю, когда, или в конце декабря, или в начале уже января на праздниках. Ну, на праздниках даже мне больше нравится смотреть. А то вот перед самими праздниками можно, конечно, «Иронию судьбы» посмотреть. Хороший фильм. Вообще, конечно, мне сегодня, наверное, хотелось бы все листочки хотя бы раскрасить. Нет, я на камеру что-нибудь сейчас еще начну. И главное записать на стикере, что использовала.
Но в целом, скорее всего, я сегодня сделаю листочки. Абсолютно точно. Чтобы уже потом 10 раз эти карандаши не доставать. Ну, вполне. Вот интересно, сам вот этот вот карандаш. Но он так, не самый лучший и не самый плохой белый. На этой части я уже листочки дораскрашивала, но это будет разворот, естественно. Ну, просто я решила, думаю, уже хотя бы сейчас здесь. Начала раскрашивать вот эти цветы. Выбрала 3 карандаша розовых. Это сейчас скажу. 10, нет, не 10, а 11, 12 и 13 номер. Но я их использую немножко в другом порядке. 13 самый светлый. Потом использую 11 и уже потом 12 как самый темный. И еще прохожусь белым карандашом немножко. Вот в этом порядке я и все записала. Ну что, ладно, продолжу раскрашивать на камеру. Я здесь от темного иду к светлому. Обычно наоборот. Но всегда так к серединке. Точнее, от серединки. А вот именно вот этот карандаш, 12 номер, почему-то при заточке ломается. Но не почему-то, а в механическую вообще они не влезают. Точилку. Только вот в эту, например. Ну, в общем-то, ломаются, потому что с розовыми карандашами такое довольно часто бывает, к сожалению. Как с дорогими, так и с дешевыми. Но, кстати, с дорогими чаще всего. Ну и средней ценовой категории. Вот. К сожалению. Видимо, это зависит от пигмента. Я даже больше чем уверена, что от пигмента. Потому что именно вот уже сколько у меня много разных карандашей было, именно с розовыми оттенками такая ерунда. И помню, Лира у меня, Силис были. Ну, у них такая средняя же ценовая категория в целом. И вот там ломался. Ашановские карандаши тоже. Вот эти акварельные, такой небольшой набор. Точно так же ломались. Дервент Color Soft. Вот я пару месяцев назад себе такой бледно-розовый покупала. Тоже прям грифель такой пористый какой-то непонятный. В общем, в итоге сейчас точу вот этот карандаш, вот, потому что 2 раза заточила, 2 раза сломался. К сожалению. Ну ладно, буду так точить. Так надежнее.
немножко в другой последовательности делаю и как-то так непривычно, боюсь запутаться, чем-нибудь не тем раскрасить. Это, конечно, не страшно, но путаться не хотелось бы. Мне очень нравится, что здесь в этом наборе много нежных пастельных оттенков. Но в любом случае, вот у меня есть Берлинга, пастельные карандаши, без них все равно никуда, потому что если даже куда-то взять с собой на прогулку, то проще тот наборчик взять. А вообще замечательные это карандаши, очень их люблю. Немножечко пройдусь. У нас вовсю там убирают снег. Я сейчас вставала, окно закрывала, а то очень шумно. Но, правда, окно закрываешь, потом становится очень жарко. Потому что топит сильно. Вчера как-то к вечеру прибавили отопление. Мне кажется, это напрасно. Я, конечно, человек, который частенько мерзнет, но мне кажется, что прям уж очень сильно натоплено дома тоже не должно быть. Потому что хочется что-нибудь уютненькое такое носить. А получается, что иногда есть желание в каких-то шортах шастать. Но я в шортах не люблю ходить в принципе. Это не та одежда, которая мне нравится. То есть, да, с моей фигурой, наверное, мне это подходит, но я так не люблю ходить. Ни дома, ни где-то еще. И больше всего я вот именно пижамки люблю. Уютненькие такие. Какая-то ерунда на Вайлдберрисе. Меня так раздражает их поиск. Я люблю вот их, ну, как бы сам по себе сайт. Но меня так раздражает их поиск, это вообще. Потому что вроде вводишь нормальный поисковый запрос. А у них, допустим, они пишут, ничего по вашему запросу не нашлось, при этом выдают нужные товары, а иногда наоборот, вообще никакие не выдают. Или же выдается, потом ты, допустим, ставлю ценник от дешевого до дорогого. Ну, мне как бы нравится именно вот не по популярности, а вот, например, начинать с дешевого и потом подниматься по цене и смотреть. Лично так мне вот удобнее гораздо. Вот. И сразу же вот вчера я искала себе, ну, типа как для сноуборда штаны. Именно не комбинезон, а чисто штаны искала. Но я пока их еще не сильно активно, потому что неизвестно еще, что и как будет. Что они мне, в общем-то, нужны исключительно там с горки покататься. То есть это не только сезонные штаны, так еще и не каждую неделю я их буду носить. Ну, в общем, искала. И уже конкретно пишешь и для сноуборда, и зимние штаны. Выдается все, что там для зимних видов спорта. Выдается либо не то, что надо, либо вот его, когда по ценовой категории выставляешь, допустим, какие-то шортики, еще что-то появляется. Думаю, зачем, если в запросе есть зимнее, зачем мне летнее? То есть, если какого-то товара нет, так и пишите.
Ну, вряд ли я куплю летнее, если я ищу зимнее. В итоге загуглила и уже так попала в Яндекс на, то есть в Wildberries на нужное. Ну и то выбор не могу сказать, что очень хороший. Жаль, конечно, что я со своей дачи тогда не привезла. Штаны у меня были, конечно, очень классные. Они вот как раз-таки для зимы, для прогулок, но они прям такие очень хорошо были сшиты. Можно было, в принципе, всю зиму в них ходить. И ну, для любого случая они подходили, несмотря на то, что у них такой материал непромокаемый. Ледянку или там что-нибудь такое я себе тоже не купила еще. Вот, но мне просто подружка, соседка обещала отдать. Ну, потому что, опять же, не актуально пока сейчас брать. Не понимаешь, где что ограничат. И смысла... Может получиться так, что смысла не будет в это вкладываться. Вот. Хотелось бы, конечно, ватрушку. Но с ватрушкой ехать на другой конец Москвы не очень прикольно. Вот. И ватрушку я уже хочу в какой-нибудь конкретный прям дизайн, чтобы был. Потому что она стоит не 100 рублей. И поэтому, если брать, я прям хочу что-нибудь такое. Либо зимнее-зимнее, но пастельное. Потому что вот у меня как-то именно так зима ассоциируется. Или же что-то космическое. И, ну, что-то очень много, все в основном мега детское, хотя я не знаю, все эти ватрушки и взрослые любят, и даже чаще всего любят. Ну вот я и в том году, и в этом я для себя так ничего такого не присмотрела интересного, чтобы приобрести. Да, еще ведь может быть очень морозная зима. Потому что еще пару дней назад я из дома с собакой вышла гулять. Там 10 минут у меня уже пальцы замерзли. А вчера можно было хоть и снежно тоже, но без перчаток гулять. Подобрала цвета для вот этих. И сейчас тоже приступлю. Но я уже попробовала. Здесь у меня 66-й, 1-й и 3-й. Тоже, как видите, не по порядку. Это даже, я бы сказала, такой с зеленцой. Но выглядит он больше все-таки как желтый. Ну, я имею в виду, что, конечно, рубашка у карандаша такая зеленая. Но сам по себе он светло-желтый. И вот этот оттенок, он мне очень-очень нравится. Что я знаю тоже, девочки иногда так вот выписывают некоторые. Это, конечно, удобно. Я так, по-моему, первый раз делаю. Ну, потому что если вот так все это закрывать и класть на стол, это не вариант. Тем более, что процесс этот такой непрерывный. Одно раскрасила, другое не раскрасила. И в состоянии хаоса жить мне не хочется. Поэтому буду так.
С другой стороны, когда потом садишься есть свободная минутка пораскрашивать, то, конечно, актуальнее открыть, а там уже лежат карандаши. Не, ну, со временем я, возможно, буду делать по-другому. Я обзаведусь. Ну вот помните, как я раньше делала, пенал скрутка, да, и когда по номерам раскрашиваешь, да, то так вот их в этом порядке и складываешь. У меня сейчас один пенал, но я со временем обзаведусь большим количеством этих пеналов. И когда вот так буду раскрашивать, выделю для пеналов определенную полку на столе где-нибудь вот здесь. Пронумерую каждый пенал. И вот когда что-то недораскрашиваю, буду в один из пеналов складывать, и здесь только где-нибудь стикер с номером. И в итоге раскраски будут стоять на полке, пеналы тоже на другой полке определенной. Вот. И когда нужно, уже не надо открывать вот коробку. Думаю, буду делать именно так. Но это будет не вот прям-прям. Мне, кстати, интересно, кто ж меня опередит и скажет: моя идея. Это будет забавно. Можно даже делать ставки. Ладно, без разницы. В принципе, идея хорошая, чё б ей не пользоваться. Ну, ключевой момент, кто за свое выдаст. А пользоваться-то, да заради бога. Все, что удобно, надо использовать. Ну вот, пожалуй, хорошая подборочка. Ладненько. Это видео я, пожалуй, буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. И несмотря на погоду за окном, пусть вам всегда будет тепло, хорошо, уютно. И если вы не любите зиму, как вот я ее раньше не любила, или еще какое-то время года, я желаю пересмотреть свое отношение, полюбить каждое время года. И это, наверное, делается, знаете, когда для себя находишь какие-то такие приятные, возможно, ритуалы, приятные моменты, вводишь их ну, как привычку, и в итоге все получается вот как-то так гармонично. До скорой встречи. Пока-пока.